Последняя неделя 2025 года началась. Ну, если мы, конечно, не учитываем 30 и 31 число. А это означает, что это последняя неделя, когда Konami работают в своем офисе, готовят контент для нас с вами, после чего они точно так же, как и мы, как простые работяги и не совсем простые работяги, уйдут на праздничные каникулы. А поскольку eFootball у нас игра-сервис, контент для нее делают заранее, так сказать. Делают заготовки, которые получают свое отображение впоследствии, когда сами разработчики находятся в отпуске. И в сегодняшнем ролике вкратце обсудим, что же стоит ожидать от последней недели, ибо четверг обещает завоз будущего контента на ближайшие несколько недель. Самый главный завоз, который стоит ожидать в предстоящий четверг, это, конечно же, завоз для донатеров, ибо кто еще делает разницу по сравнению с теми же самыми фри-ту-плейщиками? Кто приносит доход этому проекту? И я думаю, что здесь не нужно быть гадалкой, предвидцем или читателем карт Таро, чтобы понять, что прошлогодний опыт с паком Бейла на 250 футболистов Konami более чем зашел. В принципе, реакция на этот пак была более-менее сдержанной, большинство его даже покрутили, Бейлом обзавелись, поэтому стоит ожидать, что в этом году появится нечто похожее. Учитывая, что по аналогии с прошлым сезоном нам на 1 число выкатили бесплатных халявных шоу-таймов для фри-ту-плейщиков, и в этом же году планируется ровно то же самое. Поэтому если есть контент для фри-ту-плейщиков, и обязательно появится контент для донатеров. Более того, ту же самую шоу-таймовскую тройку, которую мы получим на праздничные дни с 1 по 4 января, мы сможем узнать опять же как раз таки в четверг. Ибо голосование среди игроков, где нам позволяли выбрать каждого игрока на 3 позиции, закончилось еще вчера. И такой непродолжительный срок голосования был по той причине, что им нужно было определиться с ключевыми игроками как раз таки до четверга, чтобы в четверг пополнить базу данных предстоящих футболистов. И казалось бы, здесь все более-менее очевидно, но в голосовании за нападающих разразилась нешуточная борьба между тем же самым Антони и Решфордом. По крайней мере, это вот такие, знаете, самые распространенные фамилии, которые я слышал среди нападающих. Ни Вольтемада, ни Ансу Фати, а вот именно либо Решфорд, либо Антони. Причем я не понимаю, почему люди так активно голосовали за Решфорда, но посмотрим. Пока что еще ничего не ясно. После праздников у Konami наверняка будет небольшой отходняк, поэтому они также приготовят заранее карточки для следующего донатного набора, уже на 150 футболистов. В прошлом году это был, например, пак с Касильесом, Бускетсом и Альбой. Он появился сильно-сильно заранее, нежели потом его выпустили в игре. Поэтому по итогу получается, что четверг на этой неделе станет финальным таким четвергом и тем самым днем, когда Konami загрузит определенное количество контента на последующие дни и последующие недели. И именно в этот четверг мы узнаем, кого же мы получим на 31 декабря, если Konami выпустит такой же пак, как и в прошлом году. Ну и узнаем также подарочных шоу-таймов, так сказать, узнаем итоги голосования среди игроков.